В этом видео мы сделаем необычный стол, который сможет повторить практически каждый. А самое главное, что для основы подойдут любые, даже мусорные доски. Также вы узнаете, что в итоге случилось со столом-аквариумом. Приятного просмотра. Эта история начинается с того, что я приезжаю на лесопилку выбирать сухие дубовые доски похуже, так как хотелось видеть побольше всяких трещин, сучков и изъянов. И прелесть этой технологии, чем хуже материал, тем лучше. Но, конечно же, он должен быть сухим. В общем, выбрал я вот такие доски. В итоге все довольны, особенно хозяин лесопилки. После того, как мы определились, какая из сторон будет лицевой, прогоняем все эти доски через фуган. Но прогоняем только нижнюю, не лицевую сторону, так как на лицевую сторону у нас немного другие планы. Также фугуем торцы, для того, чтобы в итоге получить угол 90 градусов. Затем раскладываем доски на свои места, именно так, как они и будут лежать при заливке смолой. Карандашом отмечаю участки, которые должны быть убраны под углом. В этом и есть основной смысл такого эффекта. И уже теперь вручную при помощи электрорубанка убираем слой за слоем. В моем случае уклон составляет примерно 1 см на метр, а местами делаем уклон в две стороны. Тут все зависит от вкуса, а особых правил нету. Главное — равномерный уклон в любую понравившуюся сторону. Вот такие места, где была кора, также сыграют нам на руку. Поэтому не выбрасываем их, а обрабатываем щеткой для броширования. Теперь осталось все это склеить в один щит. Для этого берем струбцины, раскладываем доски в нужной последовательности, хорошенько промазываем клеем. В итоге у нас потихоньку получается щит. А тут профессиональные столяры, наверное, сделали вот такой жест. Но да, это щит, и он нужен нам именно в таком виде. Кстати, для этой технологии вовсе не обязательно склеивать доски между собой в щит. Вполне прокатит просто разложить их в опалубку, и смола уже сделает свое дело. Но, конечно же, в таком случае доски надо чем-то закрепить, иначе они всплывут в опалубке, но об этом немного позже. Через несколько часов снимаем струбцины и торцуем щит лобзиком. Тут идеально ровный торец нам также не нужен, именно поэтому в ход и идет лобзик. Нижнюю часть также не обязательно подчищать, но всегда, когда под рукой есть стамеска и возможность что-то подчистить, руки так и чешутся. Особенно приятно лишний раз протянуть стружок. Перед тем, как залить столешницу, нам надо ее покрасить в темный цвет. Как обычно, беру свою любимую морилку и с двух сторон светлое делаем темным. Для того, чтобы морилка в дальнейшем не испачкала смолу, покрываем и изолируем ее прозрачным лаком. А также лак изолирует дерево, и пузырей будет намного меньше. Саня, ты посмотри, что они пишут. Ну ты посмотри. Да, как вы поняли, я читаю все ваши комментарии, и под роликом, в котором я делал стол со встроенным аквариумом, было очень много вопросов. В общем, во многом вы были правы. Стекло действительно запотевает со временем, поэтому я решил сделать пробный обдув. Пока что это пробный вариант, посмотрим, сработает ли. Также мне очень не понравились углы аквариума. Выглядят ужасно, поэтому я решил обрамить их деревянным уголком. Да, света действительно было маловато, поэтому я его заменил на светодиодную ленту. Аэратор и фильтр я поставил изначально. Если внимательно посмотрите предыдущий ролик, это в нем видно. В итоге вся вода отфильтровалась, все рыбки живы-здоровы и вполне довольны. В общем, спасибо большое за комменты, многие действительно по делу. Кстати, эту ленту, как и многие другие расходники, я заказываю на Алике, и я просто обязан поделиться с вами отличной новостью. У меня тут есть один промокод, который дарит скидку в 250 рублей каждому новому покупателю. В общем, все предельно просто. К примеру, вы покупаете такую же светодиодную ленту за 350 рублей. Используете мой промокод, и в итоге она обходится всего в 100 рублей. Действительно крутое и уникальное предложение. Именно поэтому охотно им делюсь с вами. Все подробности есть в описании, пользуйтесь на здоровье. Акция действительно до конца этого месяца. А мы продолжаем. На заранее подготовленную поверхность, а именно проклеенную скотчем поверхность, кладем бруски, промазанные по периметру силиконовым герметиком, а затем притягиваем саморезами. И так с 4 сторон.
Внешний контур я также промазываю по всему периметру. Это для надежности. Чаще всего это лишнее, но даже если это защитит хотя бы один раз из 10, то оно того явно стоит. Уж поверьте мне на слово, если вам еще не доводилось убирать смолу с пола. Всю опалубку я хорошенько смазываю воском в спрее. Очень удобная штука, здорово облегчает жизнь. Ну и наконец переходим к самому интересному. Размешиваем 5 кг уже проверенного состава. После первого перемешивания обязательно переливаем состав в новую чистую сухую тару и добавляем вот такой флуоресцентный порошок. Но в теории можно добавить и люминофор. Ссылку на конкретно этот порошок, да и на все остальные материалы, которые используются в ролике, как всегда, можно найти в описании. Ну а теперь все становится на свои места. В целом становится видно, для чего я выбрал самые страшные доски, да и сделал их еще кривыми. Дело в том, что из-за порошка смола становится непрозрачной, и в итоге чем толще слой, тем насыщеннее цвет. И за счет наклона досок получается такой плавный переход, что-то вроде градиента. Ну и все ниши, изъяны и сучки также отлично подчеркиваются. И тут становится понятно, зачем я сделал доски темного цвета. Все это для того, чтобы получить контраст. На следующий день, когда смола схватилась, но еще немного липкая, я заливаю финальный прозрачный слой смолы, для того, чтобы равномерно в уровень покрыть столешницу. Ножки предельно простые, не будем на них заострять внимание, а просто-напросто прикрутим. Вообще эта технология интересна именно тем, что доступна каждому. Как я и говорил, доски не обязательно склеивать в щит, а это значит, что их можно и не подготавливать вовсе, а взять любые мусорные доски и сделать что-то похожее. Ну и конечно, учитывая, что это флуоресцентный порошок, насладиться градиентом лучше всего при свете УФ-лампы. Спасибо за просмотр и добра вам от топора.